Ребятки, всех приветствую на своем канале Амадея Таро. С вами, как всегда, Вероника. В принципе, другого никого быть и не может. Так, смотрите, сегодня смотрим расклад на такую тему. Сбудется ли задуманное? Посмотрим, что вам будет в этом помогать. Вообще сбудется или нет, да? Что помогать будет из внешнего мира, обстоятельств. Там, да что ж такое, камушек не хочет у нас красиво стоять. Ну да ладно. Посмотрим, что вам может помешать на пути достижения вашей цели. И вот еще что хотела сказать. У меня сегодня маленький праздник. Какого плана, какого характера. Я сейчас записываю 50-е видео на своем канале. То есть, мелочь, а приятно. Вот так вот случайно обнаружилось, что сегодня юбилейный выпуск под таким вот соусом, то есть под такой тематикой. Так что определяйтесь с вашими вариантами. Кстати, по подготовке. Смотрите, на этот йоль, ребята, вы от чего-то освободитесь. От деструктивных влияний. То есть там влияние на вашу психику, опять же, такие привороты, отвороты, опои, окормы туда же. Опять же, не хочется повторяться, то есть это вся та деструктивщина, которая ломает вашу волю, да, и не дает вам быть самим собой. Давайте вот так вот скажем. По поводу Таро Веретника, да, что от рода, у вас есть защиты. У вас от вот этих вот влияний, да, когда у вас замутненный рассудок, это те же мороки, оморочки, защиты есть. Обереги, может кто-то из вас будет заказывать у кого-то чистки, защиты, может кто-то что-то будет из вас приобретать для себя в этом плане, кто сам себе будет чудеса творить, не суть важно. В общем, род вам в этом поможет. И на вот этой вот колоде у нас дикого леса, смотрите, там, получается, заканчиваются у вас ситуации с хитрозадыми товарищами, которые, вот, пожалуйста, вам, ненадежные были люди, в общем, предавали хитрость, обман, манипуляцию в вашу жизнь привносили. И, знаете, такие вот, когда пришел, тогда и вовремя, то есть такое вот... а-ля люди быдло, хочется сказать. Ну да ладно, знаете, они тоже имеют право на существование, и кому-то они нужны. Но пока я перетасовывала колоду, выпала 9 кубков у нас. Это щедрость, также это кому-то подсказка на то, что в медитациях у вас будет прям наполнение происходить по всем чакрам. И какие-то вознаграждения вы получите от этой вселенной. Вот, за то, что вы пережили, что вы прошли, преодолели. Вот, то есть тут щедрость высших сил по отношению к вам по полной программе будет идти. Так что, в принципе, очень неплохой задаток. Но сейчас будем смотреть уже в деталях. Надеюсь, вы определились, а я буду приступать к первому варианту, голубым камушкам. Итак, первый вариант, я вас приветствую. Давайте посмотрим, сбудется ли задуманное у вас. Уж не знаю, у каждого там свои желания имеются. Так. Помогать вам будут, да, помощь от третьих, вторых лиц будет. Причем помощь это по карме, уж не знаю, магического ли толка, то есть будете открывать себе дороги, пути, либо же это просто род вам поможет, то есть здесь, да, здесь сбудется. То ли у вас идет борьба с магическими воздействиями, которые влияют на вас, на ваш фин-канал, либо здесь магические воздействия, которые влияют как на вашу психику, то есть вы в депрессиях можете находиться, это все будет сниматься, либо же влияют на ваш финансовый канал, и также здесь
поддержка с помощью магии для того, чтобы решить вот эти все вопросы у вас. Ну, это как дополнительно, потому как я же доподлинно не могу знать, что каждый из вас там желает. То есть вот такая информация. Но здесь по карме у вас. В любом случае будут встречаться люди, которые вам подсобят в решении ваших, в исполнении ваших желаний. И также помощи тотемов, то есть, здесь род. Я воспринимаю это как духов-помощников, фамильяров, и тому подобное. Итак, теперь посмотрим, ребятки, что вам поможет исполнить задуманное, что касаемо внешнего мира, и тому подобное. Тут вы как бросаете выбор сами себе, находите нужных людей, берете курс к осуществлению своих надежд. Работа с людьми еще может быть, то есть сотрудничество. Смотрите, да, изобилие, да. Давалось тяжело, если уже кто идет, уже в процессе, да, так сказать, к своей мечте. Станет полегче, ребят. Станет, на порядок полегче, хочу вам сказать. И вот через сотрудничество, крайне хорошо все пойдет. То есть вам как люди будут помогать. Знаете, вот через общение с людьми, может там заказы будут, да, какие-то, если кто в какой-то сфере вращается, да неважно в какой, здесь именно поток людей идет к вам. Здесь по карме у вас исцеление идет, то есть, знаете, пути расчищаются к вашей мечте для вас. Вот если раньше как будто приходилось по этой дороге, да, вот там вы карабкались внизу, то есть теперь вот эта дорога, да, еще чуток осталось, и будет вообще все налегке у вас идти. Ага. Смотрите, такая вам подсказка. Если вам не нравится какой-то человек, но вы понимаете, что это, допустим, хороший клиент, либо через него можно заработать. Опять же таки, это вас ставить будут на выбор. Тут только вы будете решать. Либо же смириться с тем, что человек вот такой, какой есть, да, и с ним держать связь, либо же вообще не сотрудничать. Здесь у вас как огорчение, знаете, не сколько огорчение, недовольство тем, что нужно будет лавировать между адекватными личностями и не совсем адекватными. Для того, чтобы прийти в свою девятку пентаклей. Что сказать, здесь, знаете, без труда не выловишь и рыбку, да? Есть свои нюансы. В любом случае вам выбирать, как действовать. По финансовому каналу есть защита. И здесь переход, знаете, от безденежья в статусность. То есть, здесь вообще класс. Очень нравится мне. Так, что вам может помешать? Давайте-ка поглядим, какие какашки могут влезть в ваше устремление. Раз так, значит так. Будьте осторожны. Помните, я говорила вам выбирать? Либо же, да, вы теряете в деньгах, но вы не сотрудничаете с неприятной для вас личностью. И поверьте мне, не надо себя за это корить. Как только вы придете в баланс, для того, чтобы находиться в моменте здесь и сейчас, то есть доверять пространству, Вселенной, Всевышнему, вашему роду, доверять своей интуиции. Придет следующий, адекватный, нормальный клиент, с которым у вас будет прекрасное сотрудничество. Здесь люди, да, могут лицемерить, могут строить подлянки вам. Из-за этого у вас, знаете, как идет снижение вашего иммунитета.
То есть здесь вплоть до болезни. Но тут знаете, как болезнь проходит не сколько, хотя если запустите, может уже и на физику перейти. Но здесь больше как духовная болезнь. Знаете, вот вам, вот как надо делать то, что надо делать, да, для того, чтобы заработать. Но вот те люди, с которыми вы работаете, вам неприятны. То есть это вам не говорит, что если у вас вообще вся работа такая неприятная, да, быстренько уходить в никуда, в безденежье, пока не найдется новая работа. Нет, но подыскивайте для себя более хороший вариант, где вам будет комфортно выполнять то, чем вам нравится заниматься. Да, ребят, здесь вы будете делать выбор в пользу своего сердца, в пользу духовности, там, где вам спокойно общаться с людьми, с достойными людьми. И вы будете уверены, что те договора, которые вы будете заключать с этими товарищами, то есть они будут, вот как прописано, как оговорено, так и будет выполнено, как с вашей стороны, так и с их стороны. Тут вы выходите из каких-то ограничений, из какой-то замкнутости, ребят. Показывает, что какой-то наставник вам как подсказывает какой-то, опять же таки, ритуал, либо защиты будете ставить, то есть расплата. Расплата вашим недоброжелателям будет, либо же это идет, знаете, может у кого-то начальник был мудаком последним, вот значит он отхватит. Да, здесь смотрите, личность, которая, ну короче, будет отгребать от неупокоенных из-за своей жадности. И подселенцы там, елки-палки, вот этот же, да, сильно власть любит этот человек, по высшему суду его будут штрафовать. Ваша задача как бы следить за тем, что я описала, и не поддаваться, да, на вот эти, опять же таки, только вам выбирать, но помните, что нет правильного либо неправильного выбора. Любой выбор, который мы совершаем в нашей жизни, он верен, для нас верен, понимаете? Есть просто выбор и его последствия, есть слова и их последствия, а там уже включается закон кармы, причина, следствие, воздаяние, и все. Ну, это как Вселенная на это все смотрит, да? То есть там делают люди на других, допустим, те же привороты, порчи, там насмерть и всякие там, ну, другой спектр услуг этих, да, деструктивных. То есть Вселенная просто наблюдает, вот, как бы, ну и потом вносит свои коррективы, согласно тому, что человек выбирает в этой жизни. Там какой-то приговор прям ваши недоброжелатели отхватят. Так что первый вариант. Благодарю вас за просмотр. Вот такой вот у вас, в принципе, неплохой прогноз по поводу сбудется ли, помощь от людей. Да, нужно будет проработать некоторые аспекты, но опять же таки это вас выведет на новый уровень. А так, в любом случае, продвижение четко видно. Что здесь еще сказать? Поздравляю вас. Так, смотрите, первый вариант. Вы еще где-то проработайте, пожалуйста, моменты в себе, где вы ранимы, где ваши есть слабости, и не давайте другим на них нажимать. Как-то вот так. В общем, благодарю вас за просмотры. Говорила или нет, не помню уже. Оставляйте ваши комментарии по поводу того, как у вас проигрывается. И тема для раскладов. Подкиньте мне, будьте так любезны, потому что я иду по потоку, но иногда бывает, что вот не знаешь. Вот вроде понимаешь, что нужно что-то, да, вам дать какую-то информацию, а четкого ориентира нет. Ну и, соответственно, вы же понимаете, что есть запрос, значит, будет и ответная реакция со стороны меня для вас, чтобы вам как бы было интересно на моем канале. Так что как-то так. Так, синие камушки. Желаю вам добра этого мира и пока-пока вам.
Так, а мы переходим ко второму варианту. Белые камушки, я вас приветствую. Давайте посмотрим, сбудется ли у вас задуманное. Не вылетело. Что-то пытаются вам сказать, что-то пытаются донести. Вот с первым вариантом род четко так, знаете, инфу, аж, ну, несколько карт вылетело. У вас здесь что-то ваше, как высшее я, пытается вам сказать. Сейчас посмотрим. Что у вас здесь? Пытается, но как достучаться, что ли, до вас не может. Ну, ребят, смотрите, для того... Фу ты, извините, пожалуйста, уже заговариваюсь. Для того, чтобы осуществить ваши планы, воплотить их в жизнь, вам нужно избавиться от магии. Избавляться лучше через рунику. То есть руны вам в помощь и... Вперед, 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 вперед и вперед. Да, здесь тоже опои, возможно, у вас были. Да невозможно, были деструктивные личности в окружении, которые вами манипулировали. Вплоть до того, что, возможно, на вольт на вас сделана была магия. Сейчас я этого уточнять не буду. В общих чертах, как бы здесь нужно страхи свои выметать. И это ваша кармическая задача — освободить себя от страхов, начать уже действовать и самому рулить своей судьбой. Вот прям такая информация у меня идет. Так, смотрим, что вам там поможет из внешних обстоятельств. И преодолеть эти страхи, и как-то... Знаете, вот посмотрим, какую поддержку вам даст внешний мир в вашей ситуации. Вот так вот прям хочется сказать мне. Так. Ну, здесь что-то с сердечной чакрой, с эмоциями, с чувствами связано, с домом, возможно, с семьей, возможно, страх новых отношений. Да, ребят, здесь страх новых отношений, либо создания семьи. Угу. Вы прям так знаете, помните о том, как было в прошлом неудачи не везло, и побаиваетесь этой ситуации. Вот это вам нужно прорабатывать однозначно, переходить в королеву жезлов. То есть творить, привлекать, действовать, понимаете, зажигаться. Не нужно зажигать других, зажгите себя. Вы должны не бояться принимать решения здесь и сейчас, какими бы они ни были. Помните, я вам говорю... Ой, или второму. Нет, вы же второй вариант. Первому варианту я говорила, что нет неверных решений. Есть просто решение и его последствия. Поэтому здесь, кроме семьи, также еще общение в обществе, также еще и работа может проходить. Угу, да. Для того, чтобы получить 9 пентаклей, войти в свой ресурс, вы должны начать действовать. Созидать и создавать. Уже период королевы мечей, где вы рубили головы с плеч, где вы расставляли точки над «и», должно отходить. То есть вы немного задержались в этих энергиях. Вам необходимо теперь перейти в королеву жезлов, начать созидать. И вот вам подсказка. То есть вам род подкидывает такие моменты, что, пожалуйста, начни хотя бы вот, да, там творчески подходить к тому, чтобы через руны себя избавить от определенных страхов. Знаете, как замануху вам такую кидают. Тут у вас переход. Слушайте, ну здесь переход из отшельничества в возрождение эмоций. Понимаете, вы здесь научитесь доверять по-новому, любить, снова доверять. И по-новому это все делать. По-новому видеть этот мир в других красках, понимаете? Будут приходить новые люди.
в вашу жизнь, ваше окружение, там и смена работы, да все что угодно может быть, понимаете? Здесь перспективы вообще, ну, классные, классные. Тут вам, знаете, как вот в песне Виктора Цоя, по-моему, самое сложное сделать шаг за порог. Вот это вы уже стоите, мнетесь, а пора перешагнуть и потом, вот знаете, идти и не оглядываться назад уже. Все. Ну, тоже неплохо, второй вариант. Мне тоже нравится. Каждый вариант для меня, он по-своему прекрасен, если честно так сказать вам, потому что каждый период, каждая трансформация, она по-своему нужна. Понимаете, каждому из вас. Это как вот у женщин, любой возраст прекрасен. Вот у вас то же самое. Тут вообще все хорошо будет. Очень хорошо. Так, теперь смотрим. Кто может помешать, да? То есть, что вам род посоветует. Первая карта — дары судьбы. То, о чем я вам говорю. Шаг за порог, и дары судьбы вы получаете. Род даже вам об этом говорит. Так, у вас есть защитник от рода, который оберегает вас от морока, морочек, от воздействия на ваш разум. То есть, чтобы он у вас оставался незамутненным. Если были какие-то зажимы по финансам, это все будет исцеляться. Помощь от рода вам идет в этом исцелении для достижения вами полного благополучия. Ваши предки в этом заинтересованы. Всякие треугольники, люди, которые предавали, обманывали, пользовались вами, попытаются через маску овцы еще как-то на вас воздействовать. Вот это предупреждение. Но, смотрите, предупреждений всего лишь 3 карты. Из 9 6 карт идеальные. То есть здесь род у вас делает акцент на том, что мы тебе поможем, мы все отодвинем лишнее. Если не все, ты своим творчеством, о котором я говорила, вот даже начните с рун. Ты своим творчеством поможешь и нам, как бы подсобишь. Понимаете? Да, здесь удача. Ну, ребят, здесь неупокоенные души, да, это ваш род. Я вижу, что это ваш род. Их несколько. И они говорят, что удача, к тебе идет удача, все будет хорошо, как бы. Начни созидать. Ну, у вас новая жизнь впереди, ребят. По высшему суду вы отреклись от какой-то белиберды. Да, там много людей, которые прям вот очень, много, прям толпа их, которые негатив несли, причем вас предупреждали о них, вы в принципе в курсе, кто это, что это. И у вас, кстати, есть и оберег какой-то от этого всего, который вам помогает. Так что просто созидайте и творите. Найдите, знаете, вот отдушину для себя. Творчество — это всегда хорошо. Это прекрасно на самом деле. Да, творческие люди бывают, как не от мира всего. А если так разобраться, а нужно ли быть каким-то идеально стабильным, да, по каким-то канонам там жить? Все мы разные, у нас у всех свои тараканы. Так что вот так вот второй вариант. Для вас вот такой прогноз получился. Да, слушайте, здесь заключение... Здесь, знаете, нисколько нет, еще не заключение. Здесь рука помощи от вашего рода вам идет, ребят. Опять же такие руны. Угу, да. От вот этого вот этих опоева кормов. Вот рука помощи. Идет вот прям эта фраза. Рука помощи. Да, здесь на ваш ресурс, на ваше ясновидение, на ваше умение предчувствовать, понимаете, влияли через привороты, отвороты, магия вот эта любовная.
Или же частичные программы из этой серии для того, чтобы подавить ваш ресурс, понимаете, подавить вашу волю. Может, вы вообще чем-то раньше занимались творческим, а потом знаете, как у вас обрубило, или занимались и не получалось ничего. Вот теперь все получится. Да, через огонь рунами поработайте, пожалуйста. А ну, секунду. Но здесь вам нужно либо обращаться, еще посмотрите ритуал вчера выложила по тому, как отсечь деструктивные каналы, привязки и тому подобное. Здесь вам еще нужно родовые будет аспекты проработать определенные, но род вам поможет, и это не, может не очень не скоро случиться, то есть вы все поймете, вам все дадут знать. У вас как бы власть определенная есть, род вам ее передаст для того, чтобы вы это все пережили, да, и вышли туда, где вы должны занимать свое место, а не довольствоваться не пойми чем. На Йоль, пожалуйста, огнем поработайте. Так что вот такой был вот второй вариант у нас. Я вас благодарю за просмотр. Вот, оставляйте ваши комментарии. Также, сколько не прошу, конечно, не слишком активны в этом вопросе. Но все же я буду просить до победного. Оставляйте, пожалуйста, ваши комментарии с темами раскладов, которые вам было бы интересно вот просмотреть, определенные темы. Ну а так, в принципе, все отлично. Мира и добра вам, второй вариант. Пока-пока. Так, а мы переходим к третьему варианту. Зеленые камушки, я вас приветствую. Сейчас посмотрим, что же у вас здесь. Сбудется ли у вас задуманное? Как оно, что оно вообще? Что ожидать-то? К чему быть готовым? Ну, смотрите. А у вас что, есть страх использования рун, да? Может, была какая-то неприятная ранее практика, что что-то не вышло? Слушайте, третий вариант. Вам перекрывают очень многие потоки, и вот эти страхи, они надуманные. Вам рунами нужно себя сейчас защищать, как можно активнее. И вот эти страхи преодолеть для достижения ваших идей. Здесь вот именно страх работы с чем-то, что связано с магией. А знаете от чего? Здесь забивают вам это, потому что у вас есть потенциал и не хотят, чтобы вы его проявили. Ну, это из личной практики, могу сказать вам. Вот здесь прям страх у вас. Первое, что вышло, это страх использования. Вот, здесь конкретно руны, понимаете, для начала, и огонь. То есть это свечная магия. Третий вариант вам тоже посоветую. Да, вам так вообще он подойдет. Вчера выложила на своем канале видео ритуал по уничтожению деструктивных каналов, связей и тому подобное. Посмотрите, пожалуйста. Начните с малого. Так, что у вас здесь? Да, я же сказала, здесь меня смотрят ведьмы, вы должны войти в свою силу, ребят. Вас будут выпихивать любыми путями из вот этих страхов. Вы должны уже наконец-то взять и начать созидать и творить тоже в этом направлении. Ё-моё, блин, господа, королева жезлов и маг. О чем здесь еще можно говорить? Да у вас силище, понимаете? Я же сказала, забивают вам это, потому что знают, что когда вы войдете в свою силу, вы таких трандулей выпишете вот тем вот говняшкам, которые вам вот этот деструктив в жизнь вносили, что мало, блин, не покажется.
Ой, карты летят, слушайте. Ага. И пошли какие-то людей много в вашем окружении. Так, это мы смотрим, что вам поможет. Что вам поможет? Вы должны научиться быть гибкими. То есть держите информацию при себе. Говорите человеку то, что он хочет слышать. Если понимаете, что этот человек, которому доверять бесполезно, что он предавал, предает и будет предавать. Здесь связано либо с друзьями, товарищами. Хотела бы сказать, что это семейство, да, в котором есть может там неадекватная мама мужа. Мальчики на себя переворачивайте. Короче, это общество, с которым вы точно определенные моменты радости, застолья, веселья у вас были. Что поможет? Как-то так. Я поняла еще момент. Находите, пожалуйста, время для того, чтобы радовать себя. Если по работе завал, допустим, или еще куча дел, выделите для себя хотя бы толику, понимаете, выхватите это время, в которое вы сделаете то, что вы хотите, не то, что, надо детям, маме, папе, мужу, собаке, коту и тому подобное. Нет, для себя любимого. Вот еще что здесь. Здесь как параллельно два потока, что ли, шурует. Да, слушайте, будет у вас просвет. Ой, ребята, будет просвет, вы как откроете изново себя. Угу. Но все-таки могу вас предупредить, что здесь открываться будет ваша 4-я чакра, сердечная. Но есть вариант, что она... Сейчас посмотрю, секунду. Да, я же сказала, это что-то с домом, с коллективом все-таки связано. Очень много людей, очень. Сестры, братья, мужа, которые не желают вас видеть с женой его мама, его тетка, к примеру, я девочки говорю. Да, здесь люди, которые за счет вас самоутверждаются. Эта ситуация как по работе может выпадать, понимаете, так и в общении с друзьями, так и дома, в доме вашем, в вашей семье. И да, все-таки я правильно уловила информацию. У вас будут открывать сердечную чакру, но знаете, как она будет открываться? Вам будет чертовски больно. Потому что вы обнаружите, кто вас предавал, кто на вас плевал, и кому вы при этом оставались сердечно открытыми. Будет жестко, ребята. Будет жестко. Но это правильно. По-другому вас не, понимаете, не пробить вот этот заслон, при котором вы боитесь пользоваться магией. Вас заставят творить, созидать, защищать себя, стараться для себя. И вот эти все страхи, они по большей степени навязаны стереотипами общества. Здесь вам тоже род очень что-то хочет сказать. Отмщение вы получите. В смысле, не вы по голове получите, а в смысле ваши недоброжелатели, вы будете отомщены. И здесь, повторюсь, здесь очень много народу, очень. И из разных сфер, понимаете, и работа, и семья, и друзья. Уф, и галдеж, стоит галдеж, и они как рой, понимаете, рой. Есть деструктивная магия на вас, есть. И она к вам притягивает этих личностей, которые, вас тянут только на дно больше и больше. Да, будет еще распутье.
Вам нужно из-под чьей-то якобы опеки. Люди вами не просто манипулируют. Здесь прям идет ситуация, когда вам указывают: это делай, это не делай. Это сюда надо положить. Вот это отсюда убери. Так никто не делает. А вот у моего Васи, хорошего друга, жена намного лучше, чем ты. Все это попытки проманипулировать, унизить ваше достоинство вообще любыми путями, лишь бы вы не были самим собой. Почему? Потому что они прекрасно знают, что вы выше их, у вас качество души на порядок лучше их. Вы просто проходили свой определенный кармический урок, быв в завязках с вот этими, или находясь с этими людьми. Да, вы отрабатывали. Это родовая программа. Но себя жалеть не стоит, не переживайте, вы не одни такие в этом мире. И благорадуйтесь, что у вас есть возможность из этого выбраться. Да, ребят, здесь колдовство на вас по полной программе. Ёперный ты балет. Мать моя женщина, роди меня обратно. И в следующей жизни я стану космонавтом. Ох, нихера себе. Это, блядь. Смотрите, так, господа товарищи, только с помощью магии вы сможете снять с себя очень много деструктивных программ. Только через то, что вы начнете себя чистить, защищать себя, снимать мороки, оморочки. Не пить, не есть из незнакомых вообще, даже не то, что здесь знакомые, блин, здесь под боком люди, которые вам отравляют жизнь. У вас есть чуть-чуть времени до того, как вам подселенцев еще новых запустят с помощью колдовства. Но если вы проснетесь, очнетесь и начнете себя защищать, у вас новая жизнь и дары судьбы появятся, понимаете? И с помощью ваших уже знаний, вашей практики, в той же магии, ваши недоброжелатели отгребут очень жестко. Вот насколько вам плохо, умножьте это во 100 крат. Вот представьте эту боль, обиду, разочарование, непонимание, предательство. Умножьте реально, вот прям визуализируйте свою боль, да, вот от этого всего, от этой несправедливости. Умножайте в 100 раз и отправляйте каждому из этих, блин, холеных козлов. Здесь и козлихи, и козлы. Ну, по-другому здесь не назовешь. Здесь прям как кобло какое-то вокруг вас, понимаете? Кобло. Как обступили и не дают вам выйти. И страхи, это все ваши страхи, боязнь использования элементарно даже тех же рун. И до свечи жгите, ребята. В храм пойдите, поговорите с родом, поставьте умершим свечи. Вашему роду, кого вы там знаете, бабушки, дедушки, прабабушки, поименно их вспомните. Вот вы почувствуете, они вам как, помогут. Так что вот третий вариант. Я за вас вболеваю. Ух ты, как интересно. Так что, новая жизнь вас ожидает, не переживайте. И дары судьбы будут, и помощь рода вам будет. Все будет, только начните. Вот здесь вот прям так и хочется сказать. Только начните, пожалуйста. Прям не видела, карта что-то у меня как-то где-то. Видимо, в ритуале где-то я ее задела огнем. Ну да ладно. Так что вот так вот третий вариант. У вас тоже все хорошо. Вы на определенном этапе своего жизненного пути. У вас, знаете, почему все хорошо? Потому что вы попали на этот расклад, потому что ваша интуиция у вас просыпается. И в принципе,
вы из этой кабалы вырываетесь. Вот так вот. Так, благодарю вас, зеленые камушки, за просмотр. Оставляйте ваши комментарии по поводу ваших ситуаций. Также прошу в очередной, в который раз, оставляйте ваши идеи для следующих раскладов. Ну и желаю вам третий вариант добра этого мира и силы преодолеть то, что вы в состоянии, кстати, преодолеть. Пока-пока.